Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня на берегах Средиземного моря я буду готовить для вас очередной колбасный деликатес. Колбаса свиная, рубленая. Широко известный и широко распространенный, очень простой колбасный рецепт, которым я сегодня хочу поделиться с вами. Эта колбаска очень вкусная. Она состоит только из мяса свинины. И приготовить ее можно своими руками дома на кухне, используя самые простые подручные средства. В этом видео я покажу вам полный подробный рецепт. Поделюсь с вами всеми секретами и технологиями приготовления этого колбасного деликатеса. Досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал Food Court. И давайте будем готовить свиную рубленую. Итак, для колбасы свиной рубленой по традиционному украинскому рецепту я взял 3 вида мяса. Здесь грудина. Такая жирная грудинка, 1 килограмм. Это свиной ошеек. Свиной ошеек здесь 1,5 килограмма. И здесь лопатка, обрезанная лопатка, здесь тоже 1,5 килограмма. Грудину я порежу ножом сейчас, острым ножом, кубиком, там, сантиметр на сантиметр. А подморожу немножко ошеек и лопатку, прокручу через мясорубку на подрезной решетке. По аутентичному рецепту, конечно, там надо все резать ножом, но учитывая, что в современных условиях у меня есть хорошая подрезная решетка, самая крупная, там 20 миллиметров, поэтому я это дело все ускорю. Ну и после этого я сделаю предварительный посол. Ну вот это вот свиная грудинка, жирное сырье. И сейчас я вот так вот аккуратненько сначала на полоски, а потом на мелкие квадратики, вот так вот на кусочки поразрежу. Такой рисунок будет у меня с вкраплением кусочков жира. Классика свиной колбаски предполагает наличие кусочков жира либо сала. Ну, это уже свиной ошеек. Также и лопатку я порежу крупными вот такими кусками размером под мясорубку. Ну вот, в принципе, мясо готово. И теперь я через вот такое отверстие подрезной решетки пропущу это все мясо. И получу вот такой вот шрот. Теперь я перемещаю мясо в пластиковый пищевой контейнер, такую гастроемкость, и смешаю порезанную ножом свиную грудинку и перекрученную на подрезной решетке нежирную часть, то есть мясо лопатки и свиной ошеек. Буду вымешивать так аккуратно, особо не прилагая усилий. Мне нужно просто равномерно распределить кусочки сала. Ну и теперь буду вносить посолочную смесь. Посолочная смесь. Здесь 4 килограмма мяса, 2% соли. Это 80 грамм. Я взял 40 грамм соли поваренной обычной и 40 грамм соли нитритное содержание нитрита натрия 0,6%. 2 грамма сахара на килограмм, 8 грамм сахара и полграмма аскорбата натрия, антикислитель жира. Здесь его 2 грамма. Вот такую посолочную смесь я внесу, вымешаю и уберу в контейнере в холодильник на предварительный посол. Такой шрот засолится за 48 часов, вполне будет достаточно.
Пока я вношу подсолнечную смесь и вымешиваю фарш уже с солью, хочу поделиться с вами одним нюансом. Некоторые считают, что вносить вместе с подсолнечной смесью можно и специи. Но, дорогие друзья, есть один маленький нюанс. Вместе со специями вы вносите молочнокислые бактерии. И если вы используете предварительный посол, то произойдет осеменение, и вы получите в результате брак. Когда я начинал заниматься домашним колбасированием, я наступал на эти грабли. Наличие специй, которые не являются стерильными, на этапе предварительного посола приведут к закисанию. Появятся такие микропузырьки, которые очень хорошо видно будет на срезе готового изделия. Вот так максимально плотно поместил контейнер, закрыл крышку и в холодильник на 48 часов на предварительный посол при температуре 4-6 градусов. Через 2 суток я вернусь к вам, и мы продолжим составление фарша. Буду вносить специи, вымешивать и набивать оболочку. Итак, прошло около 2 суток, 2 ночи в холодильнике солился шрот, фарш для свиной рубленой. Вот такой у него цвет. Вот так срабатывает нитритная соль. Теперь я буду носить специи, вмешивать воду и набивать колбасную оболочку. Теперь вы точно знаете, почему нельзя вносить специи вместе с подсолнечной смесью на этапе предварительного посола. Фарша здесь 4 килограмма. Я буду сейчас вносить специи для того, чтобы они равномерно распределились. И затем я буду 2 частями вмешивать воду. Делать я это буду в планетарном миксере. Набор специй из расчета на 1 килограмм фарша. Я буду вносить перец черный молотый 2 грамма на килограмм, кориандр молотый 1 грамм на килограмм. И для удержания влаги здесь у меня 2,5 грамма на килограмм пищевой фосфат. И основной, конечно, это свежий чеснок. Чеснока здесь много. Из расчета 15 грамм на килограмм. Здесь у меня 60 грамм чеснока свежего. Пропущен через чеснокодавилку. Воду я буду вносить из расчета 20%. Это 200 мл на 1 килограмм фарша. Всего у меня подмороженной воды будет 800 мл. Ну, я 2 частями, у меня тестомес 5-литровая чашка, чтобы было удобнее. Потом я все это вместе смешаю и через колбасный шприц буду набивать оболочку. Здесь примерно 2 килограмма. Вот такая насадка планетарная. Очень удобный инструмент. 400 миллилитров здесь воды. Планетарный миксер, конечно, хорошо справляется со своей задачей. Посмотрите, какая получилась текстура. Вот эти вот белые нити. Да, это тот самый мясной белок, который после тепловой обработки образует тот самый монолитный каркас колбасного изделия. Теперь я обе части фарша смешаю в одной емкости и доведу его до однородной консистенции. Контроль температуры исключительно важный этап. 6,5 градусов у меня получилось. Температура не должна превышать 10 градусов. Контроль температуры и соблюдение температурных режимов – это залог успеха. Теперь я переместил фарш в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый. И вот буду теперь использовать такую колбасную оболочку. Это свиная черева, натуральная колбасная оболочка, диаметром у меня где-то 38 миллиметров. Эту колбасную оболочку мне предоставляет спонсор моего канала интернет-магазин Крафтстор. На сайте этого интернет-магазина вы найдете огромное количество и самые разнообразные варианты колбасных оболочек. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на интернет-магазин
интернет-магазин Крафтор, перейдя по которой вы можете воспользоваться 3% скидкой, введя при создании заказа промокод FOODCORT. Вот такие полуколечки у меня получились, очень даже привлекательно. Теперь я взял обычную зубочистку и накалываю колбасную оболочку в тех местах, где остался воздух при набивке фарша в оболочку. Теперь я подвешиваю колбаску на часа 1,5-2 на отепление и начну тепловую обработку. Проводить я ее буду в такой вот коптильной камере полного цикла. Это коптильная камера «Малютка» от интернет-магазина Craftmaster. Интернет-магазин Craftmaster предоставил мне эту коптильную камеру для работы и тестирования. У меня на сайте есть подробный обзор этой коптильной камеры. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете подробно ознакомиться со всеми параметрами этой коптильной камеры. Ссылочку на интернет-магазин Craftmaster я оставлю в описании к этому видео. Итак, колбаску я переместил в коптильную камеру. Значит, и буду проводить сейчас этап обсушки. В камере будет 60 градусов. И буду я при открытом вентиляционном отверстии, вот в этом, проводить обсушку до 40 градусов внутри изделия. Значит, я вставил еще термометра. Сейчас у меня здесь 23 градуса. Я поставлю сейчас 40 градусов контрольную температуру и буду сушить. Колбаска 3 часа отвисила при комнатной температуре, отеплилась, чуть-чуть подсохла, но тем не менее первый этап — это этап обсушки. После обсушки я проведу этап коптения. Я запущу горячий дым, температура в камере будет 70 градусов, и до 60 градусов внутри колбаса будет коптиться горячим копчением. Ну а затем будет этап варки с паром. То есть на температуре 85 внутри камеры я подам сюда пар, который в этой коптилке капельным методом подается вода, и доведу до готовности 68-70 градусов. Вот такой план сейчас на эту колбаску. Итак, в камере сейчас на этапе обсушки 24. Температура выставила 60 градусов, и сейчас начался нагрев. Вот нагрев уже пошел. И теперь будем обсушивать до температуры 40 градусов внутри изделия. На этапе обсушки вот до 40 градусов внутри. Сейчас 25. Идет нагрев. В камере уже 58. Вот на этапе обсушки здесь у меня открыта колба камеры сгорания дымогенератора и открыт кран подачи воздуха. То есть воздух идет сюда, затягивается и выходит вот сюда, вот в это отверстие. Таким образом происходит движение воздуха в камере. Это на этапе обсушки. Прошло буквально 20-25 минут. Температура внутри достигла 40 градусов. И теперь я выставляю 60 градусов. Это будет этап горячего копчения. В камере выставляю температуру 70 градусов и запускаю дымогенератор. Температура установлена на 70 градусов. Пошел подъем. Теперь запускаю дым. В камере для сгорания щепа. Где-то, наверное, на 3/4. В охладителе вода. И теперь я обычной горелкой газовой вот так вот снизу поджигаю дымогенератор. Вот уже пошел дым. Сейчас мы посмотрим, как выглядит колбаска после обсушки. Вот камера уже подается дым. Колбаска такая поменяла цвет, поверхность сухая. Ну а теперь этап горячего копчения. До 60 внутри. Итак, этап горячего копчения закончен. Внутри изделия 60 градусов. Я закрыл крышку камеры сгорания. И сейчас перекрою подачу дыма в камеру. Сейчас посмотрим, что получилось у нас внутри. Дым из камеры немножко вышел. Вот такая вот получилась красота. Колбаска прекрасно выглядит. Ну а теперь финальный этап — это варка с паром. Поддон сухой, никакого бульонного отека нет. Отлично прошел этап копчения. Внешний вид
абсолютно прекрасный. Варка с паром. Закрываю выход трубы. Налил, наверное, 600-700 мл воды. И вот здесь вот открываю чуть-чуть краник. И теперь капельная подача воды пойдет на горячий конвектор и крыльчатку вентилятора. Температуру выставил 85 градусов. Камера практически быстро очень нагрелась. На этап горячего копчения ушло минут 40. То есть это был подъем температуры внутри изделия с 40 до 60, примерно 40 минут. И теперь я выставляю температуру готовности 70 градусов. По достижению 70 градусов я сниму колбаску с камеры и проведу резкое охлаждение, душевание. Затем в холодильник на 12 часов на стабилизацию. Вот, в принципе, и все. Этап варки с паром прошел буквально за 15 минут. Колбаска набрала внутри 70 градусов. Теперь я ее сниму и в холодную воду. Вот так она выглядит сейчас практически в готовом виде. Ну и завтра после стабилизации в холодильнике будем пробовать. Вот такая получилась колбаска. Свиная рубленая, она еще горячая. И сейчас мы пойдем ее душевать. Красота. Тут она соприкасалась. Но ничего, все получилось отлично. Коптилка отработала на все 100%. Температуру необходимо сбросить резко до 32 градусов, чтобы преодолеть быстро барьер того коридора температуры, когда благоприятные условия для образования вредных молочно-кислых бактерий. Таким образом мы увеличиваем срок хранения колбасы. Ну что, дорогие друзья, прошли почти сутки, колбаса стабилизировалась в холодильнике. Вот такой она имеет внешний вид, очень привлекательный, аппетитный. Такой натуральный колбасный цвет домашней колбаски свиной, рубленой, горячего копчения. Пахнет она замечательно. Ну и сейчас мы ее будем пробовать. Так хорошо прорисовался свиной жир, грудинка. Вот этот хруст, когда она ломается, вы знаете, это вызывает невероятный аппетит. Вот именно при разломе видно, что это колбаса с крупной фракцией и крупной структурой фарша. Именно это отличает рубленую свиную колбасу от других аналогичных изделий. Вот смотрите, какой прекрасный разрез. Крупные кусочки свиной грудинки, такой приятный розовый цвет, плотная упругая консистенция. Структура фарша, конечно, очень интересная при крупном помоле. Но на вкус она просто великолепна, друзья. Это вот то, что я хотел получить. Прекрасно раскрылись специи, ничего лишнего, просто чесночок, черный перец и кориандр. Вкус классической свиной колбасы. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Жмите на колокольчик, вы всегда будете получать все уведомления о новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!